Всем привет, меня зовут Артем. Здесь я выкладываю вообще видео на разных языках, как я практикую свои языки. Ну а так вообще я изучаю языки уже 10 лет, с 2013 года. Изучал в основном европейские языки, но вот сейчас начал учить и тюркские языки, в частности турецкий. И в этом видео я хотел бы рассказать, почему я начал учить турецкий язык и как я это делаю уже 11 дней подряд в рамках моего челленджа, о котором я подробнее расскажу чуть позже. Первое мое столкновение с турецкой культурой было, когда я поехал на Кипр. Кипр поделен на две части, греческая и турецкая часть. И я, как путешественник, мне обязательно надо было посетить две страны, хотя одна страна признается всем миром, это Кипр, обычный, греческий, и вторая его часть — это Северный Кипр, который не признается никем, кроме Турции, по-моему, но мной он признается, потому что можно посчитать как отдельную страну и хвастаться огромным количеством посещенных стран. Вот, поэтому я, конечно, обязательно хотел туда съездить, ну и, в принципе, сравнить, увидеть это столкновение цивилизаций, столкновение культур. По-моему, Никосия — это единственная столица, которая поделена на две части, и это два разных мира, то есть две разные страны. Ну и, собственно, да, я побывал на Северном Кипре, и мой контакт первый с турецким языком был, когда я включил телевизор в отеле. Какие-то посмотрел передачи, музыкальные клипы, рекламу и такой, неплохо было бы съездить в Турцию, съездить в Стамбул, потому что я там никогда не был. Ну, еще такой забавный момент, который меня, можно сказать, очаровал и влюбил в Турцию. Это завтрак, который у меня был на следующий день в этом отеле, то есть такой в турецком стиле, с джемами, с всякими вкусняшками. Ну и вот, потом, спустя некоторое время, спустя несколько месяцев, у меня намечалось день рождения, и когда у меня спросили родственники, что тебе подарить, я попросил их подарить мне билет куда-нибудь. Хоть куда, просто отправьте меня куда-нибудь. И они выбрали Стамбул. Они мне купили билет в Стамбул, ну и со мной вместе поехали. И это еще одно соприкосновение с турецким миром, с тюркоязычным миром. Когда я был в Стамбуле, впечатления были неоднозначные, но очевидно, что Стамбул — это культурный центр, один из культурных центров мира. Ну, это еще одно зернышко было в копилку моего желания изучать турецкий язык. Далее у меня, по-моему, даже было несколько попыток, но я сразу понял, что турецкий — это не итальянский, это не испанский, это не простые языки, в которых прямой порядок слов. И если ты знаешь английский, ты уже достаточно много слов понимаешь в этих языках. В случае с турецким совершенно другой порядок слов, совершенно другая грамматика, падежи, лексика, все другое, и ничего мне не помогает в изучении турецкого, поэтому я такой, вроде хочу, вроде не хочу, сложный язык. В общем, я еще колебался. Но вот другая причина, которая меня еще больше замотивировала учить турецкий язык, это мои турецкие друзья. С кем-то я познакомился в Петербурге, ребята приезжали учиться в Россию, с кем-то я познакомился в интернете через проект. У меня проект для изучения русского языка, Russian Progress называется, и многие подписываются, я со многими ребятами общаюсь. Ну вот, и в определенный момент я понял, что у меня плюс-минус 5 человек, с кем я могу встретиться, когда поеду в тот же Стамбул. Ну или там в Анталию, еще куда-то. Турция не маленькая страна по населению. Есть Северный Кипр, есть другие тюркоязычные страны, такие как Азербайджан, Узбекистан, Казахстан, где похожие языки, особенно азербайджанский язык очень похож. Ну и в моей родной стране, в России, есть много тюркоязычных регионов. Приехав куда, я смогу лучше погрузиться в их культуру. Ну и в целом, как я уже сказал, Стамбул и Турция — это один из культурных центров мира. И эту грань мира я еще не изучал, мне это стало интересно. Плюс, к тому же, Стамбул становится таким транспортным хабом, то есть вероятность того, что я, когда захочу куда-то поехать, буду ехать через Стамбул, она велика, да, то есть, и поэтому заехать в Стамбул на недельку, хорошо там провести время, пообщаться на местном языке, это здорово. Теперь я расскажу вам, как я изучаю турецкий, потому что было у меня несколько подходов, несколько попыток, были неудачные попытки, но вот сейчас более-менее я следую плану, уже изучаю турецкий язык 11 дней подряд, план у меня
это 30 дней подряд изучать, супер интенсивно, ну, насколько это возможно. И что я делаю? На самом деле я делаю все то же самое, что я делал до. Турецкий — это мой 14-й язык, и если считать те языки, которые я более-менее серьезно изучал, это значит, что все я их знаю, но вот которыми я интересовался, и у меня уже есть опыт в языках, я учу их, погружаясь в эти языки, то есть сразу же я учусь понимать. Для этого мне нужен текст и аудио. Я сначала перевожу текст, потом слушаю, перевожу, слушаю, и таким образом со временем, там, месяц, два, три, начинаю что-то понимать. Почему я работаю с подкастами именно? Потому что там разговорная речь, а мне именно и нужна разговорная речь, чтобы говорить и понимать. Соответственно, каждый день я перевожу транскрипт, поскольку турецкий язык довольно замудренный в плане порядка слов, окончаний, падежей, я выделяю части речи, чтобы я понимал, где есть что, где какое слово, где какая часть речи, и мой мозг со временем учится новому порядку слов. Также я учусь на практике читать, уже почти научился, учусь на практике словам, грамматике, всему. Единственное, так как грамматика сложная, мне помогает моя подруга Биза. Биза, привет. Мы с ней созваниваемся, она мне объясняет, что вот это, что вот это, что вот это. Плюс я смотрю видео на Ютубе, в общем, немножко грамматики, но в основном это практика, изучение через практику, через погружение. И это довольно эффективный метод, я считаю. И поскольку я еще не забросил, это довольно сложно, я не забросил. Что мне помогает, да? Мне помогает ведение дневника или отчеты в моем телеграм-канале. Там каждый день я рассказываю о том, что я сделал, как я изучал сегодня турецкий язык. И если вы хотите, тоже подключайтесь, можете тоже писать свои отчеты по изучению языка, либо просто наблюдать за тем, как я это делаю. Может, вы тоже учите турецкий язык. Поэтому задача сейчас — это 30 дней поизучать турецкий язык. Потом посмотрим. Мне кажется, такими темпами я уже хоть что-то добуду понимать через месяц. И дальше, возможно, будет еще 60 дней или 90 дней. В планах у меня основательно выучить язык до B2 хотя бы, B1, B2. Возможно, у меня будет поездка в Турцию этой осенью, так что это еще придает мне мотивации. Посмотрим, что из этого выйдет. Пока мне нравится. Да. И напоследок хотел еще также упомянуть, что у меня есть блог по подписке, где я собираю свои советы по изучению языков. Так что, если вам интересно, тоже заходите на Boosty. Ссылку на него я тоже оставлю в описании. На этом на сегодня все. Буду держать вас в курсе. Всем спасибо и пока.